Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. В этом видео вы увидите изготовление 3 предметов, которые не помешают на кухне. И еще вы узнаете, как можно стягать изделия, не имея для этого специальной лапки для свободной ходовой стежки. Лоскутики раскладываю на основу. Это у меня сэндвич. Внизу круг из плотной ткани. Сверху такой же круг из фланели. И между ними тонкий слой синтепона. Синтепон собрала из кусочков. Начинаю раскладывать сначала более крупные лоскутики, тем самым создавая зеленый фон. Я собрала все лоскутики зеленой палитры. И после того, как я закрою все поле нашей детали, я начну раскладывать мелкие кусочки. Раскладываю хаотично. Самые мелкие просто набрасываю. Таким образом. Дальше я добавляю вот такой небольшой пестроты в виде сиренево-розовых вкраплений. Совсем немного. Дальше добавляю вырезанные из ткани листики, цветочки. Дальше накрываю кусочком органзы, пропариваю, часто скалываю и под машинку. И вот, девочки, простеганная заготовка. Это мои первые мозги, но суть не в этом. У меня есть вот такие 3 лапки для свободной ходовой стежки. Но ни к одной моей машинке они не подходят. У меня советские подольские машинки, а стягать красиво хочется. Что я сделала? Я ослабила давление лапки и больше ничего не меняла. Я подложила под лапку заготовку и по ходу шитья просто крутила, как мне надо. Это мой первый урок, и он мне понравился. Мне кажется, получилось очень симпатично. Я буду дальше практиковаться. Ну и еще цветочки и листья я простегала отдельно. Цвет нитки меняла в тон цветочка. Стегала прямой строчкой, но это видно. А все остальное поле заполнила мозгами. Вот так выглядит заготовка с изнанки. По-моему, тоже симпатично. И теперь я эту заготовку осноровлю. Ну вот. И теперь я нашу заготовку окантую вот такой бейкой. Ширина бейки 4 сантиметра. И вот салфетка готова. Ее можно назвать и подставка под горячее, и ланчмат. То есть служить она может в любом качестве. И теперь следующий предмет. Я взяла самый большой, самый высокий чайник, который был в доме. Замерила по диаметру, по самым выступающим частям. Это у меня 40 сантиметров. И к этому размеру я прибавила еще 14 сантиметров. И вот в половинном размере у меня ширина заготовки, ширина выкройки 27 сантиметров. Может быть, кажется, что 14 сантиметров это много. На самом деле это немного. Это припуски на швы. И это прокладка из утепляющего материала. Также при замере высоты тоже надо учесть, что при сгибании
на объем уйдет тоже какая-то часть высоты. Ну и, конечно, надо, чтобы грелка надевалась свободно. А дальше по выкройке 2 детали из фланели, 2 детали из плотной ткани и синтепон. И вот 2 готовые детали нашей грелки. Они окантованы. Здесь та же пицца, что и на салфетке. Здесь вы видите детскую картинку. Ну, подобные обиходные изделия, они без претензий на высокое художество. И здесь много мелких деталей, их можно рассматривать, их хочется рассматривать. И еще я, опять же, здесь потренировалась в стежке. И еще повторюсь, что у кого нет специальной лапки для свободной ходовой стежки, у кого старая, древняя, может быть, машинка, где не опускаются зубцы транспортера, как у меня, оказалось достаточно поднять, то есть ослабить нажим лапки, и все. Несмотря на то, что здесь вот хлопковая ткань внизу, я свободно передвигала эту деталь под лапкой, не поднимая лапки, то есть никого не должно останавливать то, что у него нет каких-то приспособлений. Надо пробовать. И теперь эти 2 детали я сложу изнанка к изнанке, вот таким образом, и соединю детали вручную. Ну и вот грелка готова. Такая она с задней стороны и такая спереди. К этой грелке я в комплект шила 2 салфетки. Одну вы видели, а вторая вот такая. И простегивала я ее прямыми строчками, что, в общем, тоже неплохо. Там не надо ничего менять в швейной машинке. Я этот комплект подарю своей сестре. Я думаю, что приятное чаепитие в зимние вечера ей обеспечено с приятными воспоминаниями о лете. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых работах. Делитесь в соцсетях, пишите комментарии. Я на них на все отвечаю. И я с вами сейчас прощаюсь. До скорой встречи.